Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами печем домашний дрожжевой хлебушек. И для этого нам понадобится у меня 3 вида муки. Вы можете печь из любой муки. Я вам предлагаю следующий вариант. Я возьму 50 грамм цельнозерновой пшеничной муки, грамм цельнозерновой ржаной муки, 400 грамм обычной пшеничной муки высшего сорта. В отдельную емкость, где я буду замешивать тесто, я положила 10 грамм прессованных дрожжей. У кого сухие дрожжи, можете взять их в количестве 2,5-3 грамма. Итак, в эту емкость я сейчас добавлю 400 грамм холодной обычной воды из-под крана и добавлю 10 грамм соли. Теперь я тщательно перемешаю 3 вида муки и добавлю ее в раствор воды, дрожжей и соли. Сейчас наша задача просто объединить муку с водой. Нужно следить еще, чтобы не было непромесов, чтобы вся мука у нас была покрыта водой. Это очень важно, чтобы в тесте не было непромесов. Тесто у меня готово, и теперь осталось накрыть его полотенцем и оставить на полчаса отдыхать. Далее оставим тесто на расстойку примерно на 2-3 часа. В течение этого времени у нас будет 4 растяжки теста. Растягиваем тесто первый раз, оставляем на 30 минут отдыхать. Растягиваем тесто второй раз, опять оставляем на 30 минут отдыхать. И так до 4 раз. А теперь для того, чтобы произвести процесс складывания теста, нужно намочить руки. 2 руками я подтягиваю тесто с дна миски, потряхивая его, и складываю. И так со всех сторон. Производить складывание я буду до тех пор, насколько мне позволит тесто. Вот такой уже кругляшок у нас получился. Сейчас сделаю последнее натяжение. С каждым разом, натягивая тесто, я вижу, насколько оно становится упругим. Оно мне уже не дает его натягивать, следовательно, нужно остановиться. Оставляю тесто еще на полчаса под полотенцем. А теперь, друзья, сделаем вторую растяжку. Посмотрим, какие у нас изменения. Мы видим уже, как выросло тесто. Вот у нас первый пузырик появился. И, конечно же, внутри тоже есть пузырики, мы их просто не видим на поверхности. Но вот первый нам уже дал знать о том, что процесс идет, и это очень хорошо. Сейчас у нас вторая растяжка теста. Подбираемся тесту и вот так растягиваем его. По часовой поворачиваем и подбираемся сюда и вот так вот натягиваем и складываем. Уже не так липнет тесто к рукам. Подбираемся вниз, натягиваем и складываем. Подбираемся вниз, натягиваем
и складываем. И вот у нас опять получился колобок. Вот уже пузырик опять один надувается. Итак, это была вторая растяжка. Закрываем тесто полотенчиком и оставляем опять на 30 минут отдохнуть тесту. Ну что, друзья, пришло время третьей расстойки. Посмотрите, как у нас выглядит тесто. Какое оно пышное, подросло, высокое. И теперь опять начнем растягивать тесто. Подбираемся вглубь мисочки, вытягиваем тесто и складываем. Вот тут уже, видите, видны нити, которые образуют дрожжи. Опять подбираемся вглубь мисочки, вытягиваем тесто и складываем. Подбираемся вниз. Ой, какие пузыри надуваются, видите? Вытягиваем и складываем. Немножко порвалось. Какой красавец надулся. Аккуратненько подлазим вглубь низки, вытягиваем его, так немножко встряхиваем и, натягивая, складываем. Попробуем еще раз сделать. Тесто уже упругим становится и неохотно дает его складывать. Вот как бы оно уже все отказывается. Мы его вот так перевернем. Пузырик этот лопнем. Оставим его опять на 30 минут. Прошло 30 минут, и сейчас у нас будет последняя, четвертая растяжка. Смачиваем руки и подбираемся к самому дну миски. Вытягиваем тесто. Вот оно уже какое хорошее у нас, вытягивается хорошо. Пышное такое. Вот так опять его потряхиваем, складываем. Уже очень такой спиртовой дрожжевой запах чувствуется. До этого я его не чувствовала. Смотрите, какие у нас пузыри. Все идет по плану, все идет как надо. Вот уже прям не хочет натягиваться, такое упругое становится. Так. Такие пузыри надо лопать, чтобы они не были очень большими в мякише хлеба. Опять вытягиваю. Он даже тянется за мной. Вся масса теста. Вот такой у нас получился комочек. Видите, весь в пузырях. Вот это последняя была растяжка теста. Теперь я дам 30 минут постоять еще раз тесту и будем его формовать. Друзья, хочу вам показать посуду, в которой лучше всего выпекать подовый хлеб. Это чугунная посуда. Вот в данном случае у меня утятница. Вот у нее вот такая инновационная крышка, которая распределяет пар по всей площади утятницы.
Я ее сейчас поставлю в духовой шкаф и буду нагревать духовой шкаф вместе с утятницей в течение 40 минут как минимум, для того, чтобы утятница была нагрета в тот момент, когда нам нужно уже выпекать хлеб. Сейчас я по размеру утятницы отрежу 2 куска пергамента, чтобы они лежали крест-накрест, для того, чтобы тесто не прилипло к утятнице. Утятницу я буду нагревать вместе с крышкой в духовке при температуре 250 градусов Цельсия. Крышка нам послужит для создания пара, который будет поднимать нам дрожжевое тесто. И первые 25 минут мы выпекаем хлеб под крышкой при температуре 250 градусов. Затем снимаем крышку и выпекаем хлеб при температуре 200 градусов оставшиеся 15-20 минут. Итак, друзья, вот такое чудесное тесто у нас получилось. И теперь я буду его формовать. Просто переворачиваю миску с тестом. Вот так, таким образом. Вот смотрите, какая красота у нас получилась. Тесто, видите, все вышло. Миска практически чистая. Теперь мы его немножко вот так расправим. Оно аж пыхтит. И теперь сделаю вот так с одной стороны и вот так с другой стороны. Теперь сделаю вот так, вот так, вот так и вот так. Переверну. Тесто я собрала вот в такой своеобразный колобочек. И теперь при помощи шпателя перекладываю его на пергамент, где будет оно у нас растаиваться. Друзья, ну вот мы с вами сформировали вот такой колобочек теста. Теперь я его оставляю на расстойку еще на полчаса, и потом мы будем с вами его уже выпекать. Тесто постояло полчаса, и теперь я достаю из духовки нагретую утятницу. Вкладываю в нее подготовленный отрезанный лист пергамента и выкладываю расстоявшееся тесто. Утятницу накрываю хорошо разогретой крышкой и все ставлю в духовой шкаф на 250 градусов при закрытой крышке. Друзья, чтобы не обжечь руки, обязательно используйте перчатки. Прошло 25 минут, и я выпекаю хлеб без крышки. Но вы слышите этот потрясающий звук потрескивания хлебной корочки.
Вот такой у меня получился хлебушек, мягкий и вкусный. Я его уже попробовала со сливочным маслом. Друзья, для меня самый вкусный завтрак – это свежевыпеченный хлеб, сливочное масло и ароматный сваренный кофе. Ну, наслаждаюсь просто таким завтраком. Радуйте свою семью, пеките свой домашний хлеб, наслаждайтесь. А я вам, как всегда, говорю, до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.